Доброго дня, трейдеры! 2 ноября 2022 года. Я рад приветствовать всех на утреннем обзоре финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, где у нас происходит достаточно живое динамичное общение по основным трендам на рынке, где я даю свою дневную аналитику, публикую новости и где у нас происходит в чате общение между трейдерами. Сегодня очень важный день на этой торговой неделе. Самый важный день, который задаст основной тренд на всех рынках на ближайшее время. В 21:00 нас ждет решение по процентной ставке ФРС. В 21:30 будет пресс-конференция ФОМС, на которой будет выступать Джереми Пауэлл, который будет своей риторикой намекать и говорить о дальнейшей денежно-кредитной политике ФРС США. Я предупредил всех в телеграм-канале, что сегодня будет сверхволатильный день, поэтому совершение и планирование новых сделок оно не так актуально сегодня. Сегодня лучше посидеть на заборе и посмотреть за развитием текущей картины, как будет складываться ситуация. Мы посмотрим на графике, что было при прошлом решении ФРС, поэтому лучше обезопасить свои депозиты. Если вы находитесь в сделках, ставьте стопы обязательно. Новые сделки, как минимум, я бы пока отложил до решения ФРС. Ну и завтра уже по традиции мы будем рассматривать какие-то интересные точки входа в начале тренда, ведь мы трейдеры и наша задача получить максимальную прибыль на этом рынке. Тепловая карта акций. Значит, вчера американская торговая сессия закрылась разнонаправленно. Различные секторы экономики закрылись в различной динамике, что-то в плюс, что-то в минус. Мы видим, что основные лидеры рынка Google, Amazon потеряли по 4-5%. Собственно говоря, и рынок крипты вчера находился в неком флете. Да, мы стоим фактически в нулевой зоне. Биткоин, главный инструмент этого рынка, торгуется в данный момент времени около отметок 20 500 долларов. И мы посмотрим текущую ситуацию, что же происходит на рынке на графике. Индекс страха и жадности уже который день находится на отметке в 30 пунктов. В этом смысле у нас ничего не меняется и рынок находится не в чрезвычайном страхе и позитива, собственно говоря, нет. Поэтому динамика у нас боковая, да, то есть мы находимся в боковом движении по большому счету. Значит, приступаем к осмотрению технических и графических показателей, что у нас сегодня происходит. Индекс доллара перед вашими глазами. Мы находимся сейчас между двух рубежей. Это отметка снизу 109,5 пунктов, сверху нас будет держать 112 и 3, 112,5 пунктов. Да, мы находим дневные уровни по индексу доллара 111 пунктов. Понятно, что основная динамика на рынке появится во время открытия американской торговой сессии. В этом смысле все участники рынка сегодня будут предпочитать ожидать каких-то новостей. Поэтому я существенных движений по рынку сегодня прогнозировать не могу до вечера. Ну, соответственно, многие инструменты, это же видят все участники рынка, профессиональные участники рынка, да, кто анализирует графики, кто понимает, где находятся основные уровни поддержки и сопротивления, они просто наблюдают в данный момент времени за развитием текущей ситуации. То есть, исходя из данной картины, мы по индексу доллара находимся в нисходящем параллельном канале. Нисходящий тренд начался у нас с отметки 114, ну 115 фактически пунктов. Да? Мы находимся в поступательном тестировании то верхней, то нижней границы. Вот протестировали нижнюю, сейчас находимся у центральной линии канала. Фьючерсы американские, промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 находится в плюсовой зоне. Небольшой плюс, но 0,2-0,3%, который легко может превратиться в минус. Поэтому в этом смысле я бы не делал никаких прогнозов. Опять-таки многие участники рынка предпочитают не открывать в этот день сделки, потому что это достаточно опасно. Вчера, естественно, индексы Dow Jones и S&P закрылись в минусовой зоне. Это видно по тепловой карте акций. Что у нас в данный момент времени складывается с доминацией битка?
Значит, каждый день мы смотрим ее, да, мы получили поступательное нисходящее движение, вышли из медвежьего клина вниз, четко отработали высоту этого клина, пришли на поддержку. Собственно говоря, в этом смысле ничего нового, да, то есть мы технически картину рисуем красивую. В данный момент времени, опять-таки, ну, произошел некий отскок от зоны покупателя. Ну, соответственно, я думаю, опять-таки, здесь будет развиваться либо некое боковое движение, либо будет тест вот этих уровней. Ну, опять-таки, основное движение по рынку появится только после выхода важной статистики по Соединенным Штатам Америки. Доминация USDT, опять-таки, топчется у нижней границы такого же восходящего клина, только более широкого. И мы ждем опять-таки появления каких-то сигналов для того, чтобы понимать, куда будет развиваться дальнейшее поступательное движение. Будет ли это рост доминации, либо это будет прорыв и рост альткоинов. Да, если сегодня Джереми Пауэлл скажет о какой-то более мягкой риторике со стороны ФРС США на будущее, то нас может ожидать достаточно хороший рост по рынку, по всему рынку, по рынку финансовому абсолютно всех активов, в том числе и крипты. В данный момент времени рассмотрим биткоин. Ну, основной тренд у нас, конечно, идет пока нисходящий. Мы рисуем сейчас, ну, вышли из зоны 20 тысяч, у нас фактически зеркальная зона поддержки. Сейчас мы формируем значит, фактически границы треугольника. Какая будет эта граница нижняя? Здесь она будет проходить или здесь? Ну, пока говорить преждевременно. Собственно говоря, по технической части анализа я опубликовал в своем телеграм-канале. Мы красиво складываем вот эту картинку, да, которую я выложил сегодня. То есть у нас проекция практически идет один в один. Но опять-таки не стоит забываться о том, что это рынок, он может быть непрогнозируемый. Треугольники — это всегда такие картины, которые могут обманывать участников. Вот если мы вернемся к рассмотрению прошлого треугольника, то здесь вот, например, видно, да, формирование почти одинакового сетапа, формирование верхних границ, нижней границы, и в итоге мы успешно вышли из этого треугольника вниз. Поэтому выводы делать совершенно преждевременно. То есть дневные уровни 21 100, 19 700, собственно говоря, не меняются уже несколько дней подряд. Как минимум уже с 26 числа, с 25, вернее, мы стоим в этой зоне, и у нас уровни дневные не меняются. Да? Как будет себя вести рынок в момент выхода новостей, совершенно непонятно. Вчера я публиковал значит, информацию по поводу входа точки в шорт, и она была актуальной как никогда к месту. То есть мы получили выход вниз от ордер блока продавца. Это то, что сейчас активно рассказывают по Smart Money. Ребята, теханализ — это все чушь. Вот Smart Money я зарабатываю. Да, когда вчера, кстати, имел контакт с человеком, который Smart Money там активно рассказывал. И я когда путем скажем так, своих многочисленных вопросов, потому что мне было интересно разобраться, а что за система, почему я ее раньше там не слышал, почему она вдруг стала резко умнее технического анализа. Ну, вразумительного ответа толком я не получил, но я понял, что это та же система, основанная на теханализе, просто для молодых людей она озвучена молодым языком, smart money, да, никому не интересно слушать технический анализ, там, да, это сложно как-то и тяжело, и зачем его учить, когда есть система smart money, да. По сути дела, это работа от ордер блоков, да, то есть мы получили реакцию продавца, у нас была проторговка, сейчас, вот в этой зоне была проторговка на мелких таймфреймах, мы получили импульсное движение вниз. Я в своем телеграм-канале четко всем публиковал эту всю информацию, что подождите входить в какие-то шорты, должен быть ретест. Можно посмотреть по истории позавчерашнего дня. Четко пришли опять в блок продавца, который работал здесь, получили импульс, ну и пошло дальнейшее поступательное снижение. Поэтому мне рассказывать о том, что технический анализ не работает, я его знаю лучше, чем ты, и зарабатываю больше, при этом я учить ничего не хочу. Ну, это идея утопичная. Рекомендую таким людям задуматься над тем, что они делают, потому что в основе любой стратегии лежит технический анализ. Вы будете, если хорошо владеть ситуацией по техническому анализу, то вы будете владеть
системой успешного трейдинга, и вы будете себя чувствовать комфортно. А полагаться просто на какую-то систему Smart Money и более того рассказывать, что технический анализ не работает, ну, для меня лично это утопично. Все, сказал, предупредил, свои мысли по рынку высказал. Вот смотрим, что было в прошлом заседании ФРС. 21 сентября это было. Буквально перед объявлением, значит, новостей, да, у нас вышла ставка в рамках прогноза. Ну, вот, собственно говоря, это было в 9 вечера те же, да. То есть мы получили резкий импульс наверх и такой же вкат вниз. То есть наши зоны сместились от 20 тысяч долларов ну, по фитилю там, да, почти 20. Кстати, Илон Маск тут публиковал там 20, там это было вот в этот день. Ну и спустились куда? То есть мы получили поступательное снижение почти 2000 долларов. Вот вам и заседание ФРС, да, которое было в рамках прогноза, но потом Пауэлл начал высказываться своей риторикой такой, что Америка не собирается снижать, ну или смягчать, правильнее сказать, свою денежно-кредитную политику, что много проблем, и они внимательно за всем смотрят. Поэтому в этом смысле рисковать совершенно не стоит. Это ваши деньги, это ваши депозиты, это ваши нервы. Если вам интересно разбираться в этой ситуации, просто понаблюдайте, посмотрите, что будет сегодня в момент выхода той или иной новости. Ну, соответственно, рассматривать какие-либо другие альткоины. Ну, все рисует аналогичные графики. Эфир. Ну, началось движение по каким-то монетам. Там EOS, но EOS этап, как я считаю, по временным рамкам разрушен. Да, он может дать какое-то снижение, но я пока просто за ним наблюдаю. Матик идет четко по разволновке, и веду я этот матик уже давно, да, и он сейчас пришел к нижней границе и топчется, вот уже закалывал ее, поэтому уровень снижения, ордер блок покупателя в этом смысле находится вот на отметке 0.77-0.80 центов, поэтому основной интерес в покупке будет там. Значит, показал сегодня нездоровый рост опять эта монетка Маск, причем доги-то стоит, Маск пошел, то есть, ну, какая между ними, ну, взаимосвязь, я не понимаю, так это памповая там история, которая, ну, мне кажется, лично, по моему мнению, если посмотреть даже там по индикаторам, то она закончится так же быстро, как и началась. Если посмотреть на старших таймфреймах, у нас есть дивергенция, у нас есть перекупленность, поэтому, ну, да, если кто-то покупал в нижней зоне, ну, можно сидеть и надеяться на весь этот вот дальнейший пир, но опять-таки предупреждаю по маску, мы пришли уже к зоне. Ожидать, ну, шортить, естественно, такие памповые истории пока смысла нет, пока график не отрисует нам какой-то сетап, но и в лонгах засиживаться тут однозначно не стоит. Это рынок, вот, кстати, формирование тоже идет треугольника, которые пробили наверх. То есть треугольники такие структуры, которые любят создавать вертолеты, то есть могут давать сложные выходы как вниз наверх, поэтому естественно, если расторговывать треугольники, то ваша зона стопов должна находиться, ну, если вы в какую-либо сторону становитесь, то должна находиться либо снизу в этой зоне под лоями, либо сверху. Соответственно, ну, понятно, процент отработки 50 на 50, ну, тут уже как повезет, да. Ну, треугольник одна из сложнейших структур, потому что, да, она работает в структуре восходящего тренда или нисходящего, то есть считается фигурой продолжения этой картины. Ну, как будет складываться, естественно, никто не знает. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать. Какой-то свой живой комментарий я буду публиковать в телеграм-канале. Дальнейшее все общение мы делаем там же. Сидим сегодня, наблюдаем за ситуацией, не нервничаем, ну а дальше будем искать точки входа в начале тренда, того тренда, который будет интересовать лично нас. Всем хорошего дня, всем удачи, всем пока.